И привет всем, меня зовут Крутой Лорд, и я хочу поздравить вас с прошедшими праздниками, если вы смотрите этот ролик в январе. Также хочу выразить свою благодарность за вашу поддержку под предыдущими роликами. Благодаря вашей поддержке я продолжаю выпускать новый контент. Кстати, у меня еще есть что рассказать о закрытом проекте Emulator 8-bit, а также о своем персонаже Евгении Вороновой. Поэтому, если вы хотите поскорее увидеть контент по ним, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. 50 лайков под этим роликом или 150 подписчиков на канале, я сразу начинаю делать новый ролик. А теперь перейдем к основной части видео. Итак, как вы уже поняли по названию ролика, сегодня я расскажу о своих мыслях, каким будет 2023 год для всего фандома Emulator и какие изменения случатся за этот год. Я решил поднять эту тему не случайно, ибо именно этот год является юбилейным для мультсериала «Жизнь и приключения робота-подростка». В этом году будет 20 лет с момента показа первого эпизода мультфильма. Как по мне, это довольно знаменательное событие для всех фанатов Дженни. Однако все ли будет так прекрасно, как многие думают? Будет ли это событие показателем сплоченности и дружной атмосферы сообщества Emulator? Или же этот юбилейный год ввергнет практически все во мрак? Давайте разберемся. Но прежде всего я хочу сделать небольшой дисклеймер, что мой прогноз основан на моем аналитическом суждении, образованном за все время нахождения в фандоме Emulator, в том числе мой опыт и опыт других людей, следящих за событиями во всем фандоме. И ролик создан исключительно в информационно-развлекательных целях. Я ни в коем случае не желаю никому ничего плохого, а желаю только хорошего. Приятного просмотра! Прежде чем говорить о том, что будет в этом году, надо вспомнить то, что произошло в прошлом. Итак, как многие из вас знают, 2022 год запомнился событиями, которые потрясли весь мир. Я бы остановился на них, но не буду этого делать, ибо мы тут говорим о комьюнити Emulator, а не о ситуации в мире. Поэтому сразу перейдем к самому важному. До середины апреля 2022 года ситуация в комьюнити была более-менее стабильной. Новые люди становились частью фандома, присоединяясь к комьюнити Emulator Fanbase, а наследие мультсериала становилось все больше. В русскоязычном сообществе господство в популярности было в руках паблика ВК по Emulator Nest, создателем которого являлся Коко Хекматьяр, ака Василий Калинин, который негативно и токсично относился к другим пабликам по Emulator. Казалось бы, все шло бы и дальше своим чередом, но апрель 2022 года изменил фандом Emulator кардинально. Nest заблокировали по причине распространения непристойных материалов с несовершеннолетними, коей и являлась Дженни. А после того, как я был забанен в Discord сервере Emulator Fanbase, последний потерял баланс между правдой и ложью и опустился в сторону лжи и иллюзий. Особенно это произошло после закрытия чата для русских у них, что привело к массовым блокировкам русскоязычных участников из-за причин, явно высосанных из пальцев вследствие нежелания администрации тщательно разбираться в ситуации. В результате между зарубежным и русскоязычным комьюнити произошел подрыв отношений, что сделало фандом по Emulator как минимум биполярным. Разумеется, не все зарубежные участники враждуют с русскими, но они также выступают против доминирующей в фандоме фанбазы. Увы, критику последние принимать не хотят, даже если она конструктивная, хоть и говорят, что они открыты к ней. Как бы это печально ни звучало, но это так. Вспоминая одного индивида, которого я упомянул в одном из своих прошлых роликов, который посмотрел его и заржал с того, что я про него сказал, хотя на его месте я бы задумался над его поведением. А я не стану необоснованно гнать на кого-либо в отличие от них. Ну ладно, на этом заострять свое внимание я не буду, но скажу одно, число противников фанбазы растет. А это значит, что для элиты фанбазы уже есть повод задуматься над тем, чтобы исправиться. Уже образовалось много лагерей в фандоме. Большая часть из них уже сотрудничает друг с другом, но размер таких лагерей очень малый, и их лидерам придется попотеть, чтобы постепенно занять важную позицию в фандоме Emulator. Причем таких лагерей много и в зарубежном, и в русскоязычном сегментах фандома.
И вот, с учетом всего ранее мной сказанного, я могу предположить, что число новых лагерей будет расти в силу новых разногласий между людьми, а в более крупных, включая фан-базу, начнутся расколы. И это коснется как зарубежного, так и русскоязычного комьюнити. Большую популярность начнут обретать лагеря, которые рассказывают о новостях на просторах фандома и не только. Одно могу сказать точно, что если элита фанбазы продолжит в том же духе лгать всем и выдвигать желаемое за действительное, то этот год вполне может стать для них, если не годом их конца, то уж точно годом начала эпохи угасания, где их репутация постепенно будет падать, а популярные личности займут места изгоев. С другой же стороны, те, кого вышвырнули из фанбазы, будут приняты в других лагерях, которые будут набирать популярность. Изгои начнут строить свои собственные сообщества, продвигая свое творчество и делая комьюнити лучше. И даже есть вероятность, что именно они поведут за собой новое будущее комьюнити. Как говорится, кто был ничем, тот будет всем. Не исключено и воскрешение некоторых других сообществ, включая Nest, хоть такое и крайне маловероятно. Но в таком случае раскол в фандоме Mladder только усилится, ибо увеличится число диктаторов и тиранов, что лишь поспособствует развитию токсичной атмосферы и созданию новых лагерей. Есть вероятность, что новые лагеря обретут популярность за счет других фандомов, не связанных с Mladder, но это будет зависеть уже от других лидеров и от их желания сотрудничать. Однако в таком случае тематика может смешаться. На фоне 20-летия мультсериала «Жизнь и приключения робота-подростка» все это будет выглядеть не очень радужно. Ведь этот год вполне может стать, если не концом всего, то началом конца уж точно. Конца фанбазы, конца хоть малейшей стабильности как в русскоязычном, так и в зарубежном комьюнити. Конца того фандома, который мы знали. И этот конец станет новым началом, когда дело будет уже не в мультсериале, а в его наследии. Персонажи, вдохновленные мультсериалом, будут мейнстримом нового фандома Mladder. Этим наследием вполне может стать и Евгения, которая бы никогда не существовала, если бы не Mladder. А в этом году я планирую выпустить демо-версию своей визуальной новеллы о ней, так что если вы хотите следить за ее развитием, то мой Discord-сервер для вас открыт. Лично я постараюсь выложиться по полной, чтобы Евгения стала ведущим персонажем нового фандома, который будет сосредоточен исключительно на наследии, и ваша поддержка будет очень кстати. Этот ролик я хотел выпустить еще в конце 2022 года, однако обстоятельства не позволили мне сделать этого. Поэтому сейчас я хочу поздравить вас уже с давно наступившим Новым Годом и пожелать вам счастья, здоровья, хорошего склада ума, добра, чтобы вы не ссорились с людьми на пустом месте и не держали на них зла, ибо это зло будет разъедать вас изнутри, что может привести к проблемам со здоровьем. Работайте над собой, признавайте свои ошибки и становитесь лучше, и тогда для вас откроются все дороги в этом мире. И конечно же не забывайте поддерживать нас, ибо контент дальше будет еще интереснее. И если вы здесь впервые, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также делиться данным роликом с друзьями. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте и в мой Discord сервер, чтобы точно быть в курсе всех новостей. Ну а с вами был Крутой Лорд. Спасибо всем, кто был с нами все это время и поддерживал наш информационный контент по Mladder, фан-контент по нему и новости о развитии истории Евгении. Спасибо за просмотр. И как всегда, да пребудет с вами Женя Воронова. Этот фрагмент я записываю уже после монтажа. Дело в том, что относительно недавно, с момента монтажа данного ролика, на фанбазе произошли еще кое-какие изменения.
А именно, закрыли не только канал для русских, но уже закрыли и канал Fanbase International, который предназначен не только для русскоязычных людей, но и для остальных людей, которые не говорят по-английски или по-испански. И хочу сказать, что это прискорбно, потому что то, о чем я говорю в данном ролике, подтверждается. Мои прогнозы, к сожалению, подтверждаются. И, к сожалению, фанбаза постепенно скоро выйдет из игры, если она продолжит в том же духе. Разумеется, там был, насколько я знаю, спор между двумя людьми, двумя русскоязычными, но это касалось только их обоих. Однако, по какой-то непонятной причине, опять же, администрация фанбазы закрыла и Fanbase International. Просто из-за спора двух людей между собой. Офигенно. Это все удручает. И, конечно, они тем самым не только решили оградить себя от русских, но и просто выстрелили себе в ногу. Потому что они закрыли доступ к каналу не только для русских, но и для всех остальных, как я уже сказал. Выводы делайте сами. Явно причины, по которым этот канал был закрыт, были однозначно высосаны из пальца, как и в том случае, когда закрыли канал Fanbase Russian. Пруфану вот этим вот скрином, все остальное, что вы будете думать, это уже чисто ваше дело. Я вас ни к чему призывать не буду, просто выводы делайте сами. На этом все. С вами был Крутой Лорд, и да пребудет с вами еще раз Женя Воронова. Всем пока!